Недавно на концерте сверхпопулярного певца Джастин произошел небольшой курьез. Прямо на сцене вместе со своей спутницей они достали пакеты, напукали в них и начали нюхать это. Что это было? Очередной пиар-ход или модное нововведение, неизвестно, но их фанаты явно оценили эту выходку. Джастин очень красивый мальчик. Его девушка тоже очень красивая, и поэтому я буду повторять все за ней. Да, а еще он нравится всем девочкам, и поэтому я тоже буду подражать ему. Господа, мы завели новую моду. Запускайте в продажу специальные пукательные пакеты. Это же сам Джастин. Пукаешь в один клапан, через другой нюхаешь. Пукательный пакет сохранит запашок для вас и ваших близких. Опять ты думаешь о путешествии во времени? Если я вернусь в прошлое и отдам мудрецу книги, в которых собраны все знания человечества 21 века, то научный прогресс будет значительно ускорен, и не останется тех, кто нюхает свои газы из-за того, что это модно. Понятно? Если хочешь путешествовать во времени, то моя машина времени в подвале. А можно? Ура! Я мечтал о чем-то невозможном, и это произошло. Такое ощущение, как будто я в дебильном фильме, в котором какой-то дурачок мечтал о чем-то невозможном, и это невозможное осуществилось. И я пошел грабить библиотеку. А я пока что разберусь в подвале. Возможно, ты сейчас разобьешь в пух и прах их представление о мироздании. Я готов. Все системы запущены. Если во всем мире разбить часы и намазать их маслом, то время все равно не остановит свой хуй. Жостик, мне срочно нужен твой совет. Я познакомилась с парнем на концерте. Там все начали пукать в пакет и нюхать это. А я сказала, что это отвратительно, и он со мной согласился. Сначала он мне показался очень интересным, воспитанным и необычным, но спустя время он позвал меня к себе домой. Я согласилась. Но когда я захотела в туалет, он мне сказал, что экономит на канализации, исправляет нужду в пакет, а потом кладет на катапульту и стреляет в неизвестном направлении. Меня это очень отпугнуло, и я сразу же направилась к тебе за советом. Понимаешь, он такой добрый, я не хочу разбивать ему сердце, но и не хочу с ним встречаться. Ты бы мог бы мне дать совет, как сделать так, чтобы он меня сам бросил? Для начала попробуй одеть леопардовое пальто. Точно! Леопардовое пальто! Это же самое отвратительное, что только можно придумать! Спасибо, Жостик! У меня такое ощущение, что я забыл зарядить аккумуляторы. Здравия желаю, Жетан Шопен. Я колдун, и поэтому я знаю, что у тебя в портфеле. Обещаю, что твоя ценная информация будет использоваться только во благо и будет передаваться из поколения в поколение. Что же делать? Жетан, сын мой, в древних летописях сказано, что не зайдет одноглазый ангел на железной не пойми что, передаст нам знания священные, и эти знания помогут наплодить приборов разных, и свергнется магия, и предстанет прогресс, и человечество забудет о волшебстве и будет жечь ископаемые из недр земли, и последует за этим беды и нищета, неведомые нам ранее. А одноглазый ангел будет долго и упорно вращать могучую рукоять, и его железный не пойми что обретет силы и отправит его восвояси. А я покидаю тебя, о мудрец. Вы приступили к ручной зарядке аккумулятора. Вам осталось 9 миллионов 999 тысяч 999 оборотов. Вам осталось 9 миллионов 999 тысяч 998 оборотов. Эй, красотка. Царевна.
Ты сегодня так замечательно выглядишь. Мне очень нравится леопардовый раскрас. Ты в этом уверен? Да, с каждым днем ты мне нравишься все больше. Ты такая красивая и интересная. Не то что твои тупые подруги. Леопардовое пальто не помогло, оно только хуже сделало. Я стал ему нравиться еще больше. Да, он действительно очень странный. Это каким же надо быть идиотом, чтобы могло понравиться леопардовое пальто? У тебя нету еще идей? Есть, но дело в том, что это будет отталкивать всех твоих будущих ухажеров. Если они узнают об этом, ты точно хочешь это узнать? Да, я хочу это узнать. Существуют конкурсы красоты в деревнях. Если ты станешь мисс деревня, то каждый парень, узнав это, сбежит сразу же. Ну что ж, я готова пойти на это. Пускай все будут думать, что я полная дура после этого, но зато мне не надо будет разбивать ему сердце. Ищи в этом плюсы. Когда к тебе будет подкатывать парень, который тебе не нравится, тебе всего лишь надо будет сказать, что ты участвовала в конкурсе красоты мисс деревни, и он тут же отстанет. Осталось 3 поворота. Осталось 2 поворота. Остался 1 поворот. Аккумулятор заряжен. Надо же так, застрять в прошлом ровно на полгода, потому что забыли подзарядить аккумулятор. Технологии не стоят на месте. Одна из наших разработок — это пукательный пакет. Дыхание газа полезно. Это неоднократно было доказано докторами медицинских наук. Технологии не стоят на месте. Я так Одна из ужасно наших голоден. разработок — это пукательный пакет. Вдыхание газов полезно. Это неоднократно было. Раз нету ценника, и я в измененном настоящем, то получается, что все бесплатно. Еее! Сканер показал, что у вас сломался идентификационный чип. Пройдемте со мной. У вас не было найдено идентификационного чипа, а это может заинтересовать только одного человека. Хо-хо. Привет! Я ведущий программы «Пусть галдят». Я снимаю передачу про людей, у которых по какой-то причине отсутствует идентификационный чип. Скажи-ка мне, где твой идентификационный чип? У меня очень запутанная история. Я сидел с другом перед телевизором и увидел, что в моду вошло пукать в пакет и нюхать это. Меня это ужасно разозлило, и я решил, что нужно вернуться в прошлое и подарить книги с созданиями людей моего времени для того, чтобы научный прогресс шел быстрее, и люди быстрее стали разумней, чтобы не было таких глупых вещей, как пукать в пакет и нюхать это. То есть ты, получается, из прошлого? Не совсем так. Я был в прошлом, чтобы изменить настоящее. Но можно считать, что я из прошлого. Отлично! Ты теперь главный герой моего шоу. А как же другие люди, у которых пропал чип? Да плевать на них! Человек из прошлого — это в 100 раз больше рейтинга. Тебе нужно одеть вот этот парик, выжженные волосы с черными корнями. Это же ужасно. Именно это и поможет тебе выиграть. И главное, не улыбайся. А это участница номер 6. Ее зовут Курочка. Аплодисменты. Сейчас будет конкурс купальников. Я про него совсем забыл. Это не по формату конкурса. Надеюсь, никто не заметит этого. Заканчивается конкурс купальников, а теперь внимание! Начинается интеллектуальный конкурс. Участница номер 1. Вы многого в жизни добились. Вы закончили детский сад, закончили школу, и все. А что вы собираетесь делать дальше? Я буду сидеть и ждать, когда меня заберет принц на белом коне, и мы уедем на Мальдивы. К сожалению, участница номер 1 покинула наш конкурс. Итак, участница номер 2. Как вы считаете, после этого конкурса у вас будет много поклонников?
Конечно нет, ведь на беспонтовые конкурсы красоты идут только глупые девочки, и поэтому после конкурса, кроме гопников, у меня не останется никаких поклонников. Отличный ответ! Участница номер 3, как вы считаете, девушка может быть красивой и умной одновременно? Может, ведь я красивая и умная. Участница номер 6, как вы считаете, данный конкурс является ли справедливым? Нет, это глупо. Конкурс красоты не может быть справедливым. Неужели вы не понимаете, что этими идиотскими конкурсами вы пытаетесь подогнать под единый стандарт красоту? А красота для каждого своя. А также есть внутренняя красота, которая значительно важнее внешней. Отличная речь! И за то, что ты сказала здесь правду, ты занимаешь первое место. Итак, призы. Первое место. Беспонтовая путевка до метро Выхино. Второе. Полкилограмма пельменей. И третье. Жвачка за рубль. Здравствуйте, я ведущий шоу «Пусть галдят». И сегодня тема нашего разговора — это человек из прошлого. Жетан, здравствуйте, расскажите зрителям, как вы здесь оказались? Здравствуйте. Все начиналось с того момента, когда я с другом смотрел телевизор, и мы заметили, что стало модно пукать в пакет и нюхать это. Я, наверное, вас сейчас шокирую, но с того момента люди поняли, что пукать — это естественная потребность, и в наше время всем разрешено пукать, и это не считается чем-то запрещенным. Продолжайте. И после этого я решил, что нужно отправиться в прошлое и отдать людям прошлого знания людей моего времени. И я сделал так, и в итоге оказался здесь. И как всегда находится кто-то, кто ищет в положительных моментах что-то плохое. Итак, галдящая бабка в студию. Как ты смеешь? Я сама не знаю, что! Я сюда пришла, потому что я бабка, которая кричит по поводу и без. И сейчас я буду кричать абсолютно без повода на этого юношу. Жетан, в наше время денег больше нет, и люди просто заходят в магазин и берут фиксированное количество продуктов, и их идентификационный чип контролирует, чтобы они не брали лишнего. Именно поэтому мы обнаружили, что у тебя нету чипа. Получается, в вашем мире нету толстых? Почти не осталось. Как правило, они попадают в развлекательное шоу, в котором люди смеются над неизлечимыми заболеваниями, над толстыми некрасивыми людьми. В наше время люди были более скованные в выражениях. Из-за того, что нету денег, нет смысла врать, и все называют вещи своими именами. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому внимание на экран. Здравствуйте! Однажды все моральные уроды нашей планеты признали свою сущность, и с тех пор появилось наше суперпопулярное шоу «Идеальные люди». Сегодня у нас особенный выпуск, и мы будем смеяться над интимными подробностями жизни толстых людей. Когда я какаю, я плачу. Мало того, что она толстая, так у нее еще и нету ноги. Давайте посмеемся над этим. Вы только подумайте, у нее нет ноги, и она плачет, когда какает. Смеемся все вместе. А также у нас сегодня в гостях человек с синдромом Дауна. Не переключайтесь, и вы сможете посмеяться над ним после небольшого перерыва. А я заняла первое место в конкурсе «Мисс Деревня». Что? Я не могу поверить. Ты вообще понимаешь, что ты наделала? Извини, но я должен хорошенько обдумать этот твой поступок. Ура! Получилось! Ты знаешь, я решил, что это твое дело, в каких конкурсах участвовать. Наверное, я чего-то не понимаю. И поэтому давай забудем про это. Ты все равно останешься моей кисонькой, моей зайенькой.
моим бельчоночком, самый сексуальный, не то что твои тупые подруги. Как так? Как такое может быть? Я же все сделала для того, чтобы он меня бросил. Только полоумный будет продолжать отношения с девушкой, которая участвовала в деревенском конкурсе красоты и носила леопардовое пальто. Он какой-то странный. Здесь что-то нечистое. Тебе нужно подойти и уверенно его послать. После того, что я сделала, это будет проще простого. Ждан, сейчас войдет человек, который поставит все точки над «и». Только слушай его внимательно. Жетан, то, что ты сейчас увидишь, тебя шокирует. Мы сделали для тебя специальное видео, которое тебе должно все объяснить. Включайте видео! Итак, уважаемый пришелец, сейчас я расскажу тебе о путешествии во времени. Представим, что время — это бесконечный луч. Представим, что на этом отрезке времени настоящее находится посередине, прошлое слева, будущее справа. Ты возвращаешься в прошлое, делаешь там какие-то ни было дела, и возвращаешься в настоящее. И ничего не изменилось. Ты удивишься и не поймешь, почему так? А ответ очень прост. Время идет вперед. На нашем графике оно идет слева направо, так как будущее показано справа. И получается следующим образом. Время идет. Ты появился в прошлом. Ты сделал что-то и изменил ход событий. Исчезаешь. А время идет, не прекращаясь. Получается, что на Земле первый раз ты был тогда, когда путешествовал во времени. Ты отдал книги колдуну, и они начали продвигать научный прогресс. А уже потом ты родился. И дожил до того момента, как совершил этот скачок во времени. Иными словами, ты уже жил в измененном тобой времени. А еще проще говоря, путешествуя во времени, ты не сможешь изменить свой мир. От судьбы не убежишь. Тогда ты задашь вопрос. Почему же ты вернулся, и все вокруг изменилось? И ответ на него еще проще. Ты на другой планете. На планете, которая напротив вашей планеты Земля, и движется по той же орбите. И получается, что она всегда прячется за Солнцем. Когда ты застрял ровно на полгода в прошлом, ты возвращался в прошлое на полгода позже. И за это время ваша и наша планеты поменялись местами. И получилось так, что ты очутился на нашей планете. Чтобы вернуться домой, тебе просто надо вернуться ровно на полгода в прошлое. Но только обязательно ровно на полгода, иначе ты появишься в открытом космосе и умрешь. Проще говоря, ты ничего не изменил. И чтобы вернуться домой, тебе надо вернуться в прошлое ровно на полгода. Советую тебе вернуться. Твое образование для нашей планеты недостаточное. И здесь ты обречен бомжевать. Но это не все сюрпризы. На нашей планете есть шоу, где мы смеемся над жителями вашей планеты. И прямо сейчас главная героиня — это твоя подруга. Внимание на экран. Ее бойфренд на самом деле наш актер, и сейчас он подарит ей бриллиант размером с грейпфрут. Он задумает ее разум, и она не сможет с ним расстаться. А шоу будет продолжаться, и мы будем продолжать смеяться над вами, глупые земляне. Курочка, у меня есть для тебя небольшой сюрприз. А где он? Он убежал. Пускай бежит, все равно у него ничего не получится. Если наша планета летит по орбите вокруг Солнца со скоростью приблизительно 30 км в секунду, а кафе, в котором курочка находится в 15 километрах от изначального местоположения машины времени, нужно изменить время появления на полсекунды. Только куда? В будущее или прошлое? Это в зависимости от того, западнее или восточнее находится кафе. Черт с ним, я не знаю. Вероятность того, что я угадаю, 50%. Назад в прошлое, на полгода и половину секунды. Курочка, не делай этого! Нет, тебе не обмануть меня. Я так и знала, что здесь что-то не так. Не существует парня, который продолжал бы встречаться с дурой, которая заняла первое место на деревенском конкурсе красоты и одета в леопардовое пальто. Ну что, земляне,
Ваша взяла. На этот раз вы победили нас. А ты, курочка, нашла отличный способ избавиться от ухажера. Несмотря на то, что вы глупые земляне, среди вас встречаются достойные соперники. Аривидерчи. Вот это шоу! Давненько у нас такого не было. Глупые земляне впервые догадались, что их разыгрывают, и на этом наше шоу заканчивается. А Жетан и его друзьям теперь на нашу планету вход свободный. До свидания, уважаемые телезрители! Представляете? Там люди смеются над инвалидами, толстыми и людьми с синдромом Дауна. Ничего удивительного. У нас все то же самое.